Всего за несколько часов до отъезда возле спортзала произошло нечто совершенно неожиданное. Чингук внезапно подошел к Тэхёну и, почти ничего не говоря, крепко обнял его, оставив всех наблюдающих в ошеломленном молчании. В считанные минуты этот момент взорвал социальные сети, и ЯРМУАЙ не переставали задавать один и тот же вопрос: было ли это просто прощание или это означало нечто гораздо большее. По мере того, как спекуляции вокруг HYBE продолжают расти, фанаты связывают этот эмоциональный момент с целым рядом неожиданных событий, которые никто не может игнорировать. Но что же на самом деле произошло перед их отъездом? И почему это объятие породило так много теорий по всему миру? Оставайтесь с нами, потому что полная история еще более эмоциональна, чем вы думаете. Всего через несколько мгновений после этого короткого, но незабываемого объятия возле спортзала атмосфера полностью изменилась. То, что выглядело как обычный отъезд, внезапно стало одним из самых обсуждаемых моментов среди ЯРМУАЙ в социальных сетях. Фотографии, короткие видеоролики и свидетельства очевидцев распространились в считанные минуты, и фанаты внимательно изучали каждое движение, каждое выражение лица и каждую секунду взаимодействия между Чингуком и Тэхёном. По мере того, как ходили слухи о HYBE, фанаты внимательно изучали каждое движение, каждое выражение лица и каждую секунду взаимодействия между Чингуком и Тэхёном. Время события лишь усилило всю загадочность. Их графики и так были плотно расписаны репетициями, выступлениями и постоянными поездками. Поэтому многие ожидали быстрого прощания, прежде чем все разойдутся в разные стороны. Вместо этого то, что увидели фанаты, показалось им необычайно трогательным. Решение Чингука остановиться перед уходом и обнять Тэхёна мгновенно стало центром бесчисленных обсуждений. Не потому, что само объятие было необычным, а из-за эмоций, которые, по мнению многих зрителей, они увидели в эти несколько секунд. Вскоре после появления изображения обсуждение вышло далеко за рамки самого объятия. Фанаты начали связывать этот момент с недавними событиями вокруг HYBE. В различных онлайн-сообществах люди начали пересматривать события последних нескольких недель, пытаясь понять, не разворачивается ли за кулисами какая-то более масштабная история. Каждое недавнее появление, каждый отъезд из аэропорта, каждое выступление и каждое взаимодействие внезапно стали частью одной огромной головоломки, которую ЯРМУАЙ отчаянно хотели разгадать. Многие давние фанаты заметили, что Чингук и Тэхён разделили несколько теплых моментов во время последних мероприятий. Будь то обмен улыбками на сцене, тихая прогулка рядом друг с другом или взаимная поддержка во время напряженного графика, все эти моменты уже привлекали внимание. Однако объятие возле спортзала ощущалось иначе. Оно произошло вдали от сценического света и официальных выступлений, что делало его спонтанным, а не запланированным. Именно эта подлинность вызвала взрыв эмоций в интернете. В течение нескольких часов тысячи постов описывали этот момент как одно из самых искренних взаимодействий за последние недели. Другие считали, что это отражает лишь тесную дружбу, которую участники BTS выстроили вместе за многие годы. Без каких-либо официальных объяснений интерпретации сильно различались, и предположения продолжали расти с невероятной скоростью. В то же время неожиданно в разговор вошла тема HYBE. Фанаты задавались вопросом, могут ли будущие графики компании, индивидуальные выступления или предстоящие объявления объяснить, почему эмоции перед тем, как все разошлись, казались необычно высокими. Поскольку ни одно официальное заявление не связывало объятие с каким-либо решением компании, онлайн-теории оставались именно предположениями. Тем не менее, любопытство продолжало расти, потому что многим наблюдателям показалось, что время было значимым. По мере того, как видео набирали миллионы просмотров, внимание всех привлекла еще одна интересная деталь. Несколько фанатов отметили, насколько естественно разворачивалось это взаимодействие. Не было камер, снимающих момент, не было очевидной рекламной обстановки и не происходило никакого публичного мероприятия. Это выглядело как обычное прощание после тренировки, что делало эмоциональную реакцию еще более искренней в глазах многих зрителей. Эта искренность стала движущей силой вирусного успеха истории.
В разных странах ERMY переводили клипы, улучшали изображения, замедляли видео покадрово и делились бесчисленными интерпретациями. Каждая мелочь становилась предметом обсуждения. Некоторые сосредотачивались на выражении лица Чонгука перед объятием. Другие анализировали реакцию Тэхёна после. Даже члены службы безопасности, появившиеся рядом, стали частью бесконечных онлайн-разговоров. Тем временем внимание постепенно переключилось на то, что может произойти дальше. Поскольку BTS продолжали различные совместные и индивидуальные мероприятия, фанаты задавались вопросом, не приближается ли еще одно важное объявление. Каждое появление в аэропорту, репетиция и публичное выступление внезапно приобрели еще большее значение, потому что многие поверили, что эмоциональное прощание может быть связано с чем-то более масштабным, что ждет их совсем скоро. Однако, несмотря на все теории, распространяющиеся в социальных сетях, один важный факт остается фактом. Все осталось неизменным, ни Чонгук, ни Тэхён, ни HYBE публично не объяснили смысл этого объятия. Это молчание лишь усилило любопытство публики. Тайна, окружающая это прощание, не рассеялась на следующий день. Напротив, она стала еще более острой, поскольку в сети продолжали появляться новые изображения и короткие видеоролики с разных ракурсов. Каждое новое видео добавляло еще один маленький кусочек к истории, которая все еще не имела официального объяснения, побуждая фанатов по всему миру еще внимательнее присмотреться ко всему, что произошло до того, как Чонгук и Тэхён разошлись. Больше всего многих наблюдателей удивило, как быстро изменилась атмосфера в фандоме. Всего несколько часов назад обсуждения были сосредоточены в основном на предстоящих графиках, репетициях и будущих выступлениях. Однако после объятий разговор почти полностью переключился на эмоции. Речь шла уже не только о том, куда участники отправятся дальше. Люди хотели понять, чему они только что стали свидетелями, и почему такое короткое взаимодействие оставило такое неизгладимое впечатление. Поклонники, которые следили за BTS годами, отмечали, что участники всегда поддерживали тесную дружбу, зародившуюся благодаря бесчисленным выступлениям, путешествиям и совместным испытаниям. Из-за этой долгой истории моменты поддержки между ними не являются чем-то необычным. Тем не менее, многие фанаты посчитали, что это прощание показалось необычайно искренним, особенно потому, что оно произошло естественно, вдали от сцены и без каких-либо запланированных фан-мероприятий. По мере роста ажиотажа обсуждения HYBE становились все более заметными в интернете. Различные сообщества начали связывать несвязанные события, пытаясь построить более масштабную картину из разрозненных наблюдений. Некоторые указывали на будущие планы, другие упоминали возможные проекты, которые еще не были анонсированы. Многие задавались вопросом, готовит ли компания важное мероприятие, которое вскоре изменит распорядок дня участников. Однако на данном этапе ни одна из этих теорий не подтвердилась. Без официального заявления от HYBE или самих участников BTS все объяснения, циркулирующие в интернете, остаются лишь предположениями. Несмотря на это, отсутствие ответов только усиливало любопытство. Фанаты постоянно обновляли социальные сети, надеясь, что кто-то наконец раскроет, что на самом деле произошло за кулисами. Тем временем внимание постепенно вышло за рамки Чонгука и Тэхёна. ERMY начали рассматривать недавнюю деятельность группы в целом. Каждое появление с участием RM, Джина, Шуги, Джей-Хопа, Чимина, Ви и Чонгука было пересмотрено. Недавние концерты, репетиции, вылеты из аэропорта, закулисные съемки и публичные мероприятия изучались одно за другим. Цель проста – понять, была ли эта эмоциональная церемония прощания связана с более широким этапом в жизни группы BTS. Некоторые заметили, насколько напряженным стал график участников. Совмещение репетиций, поездок, работы со СМИ и выступлений может быть физически изнурительным, и фанаты, естественно, выразили беспокойство за их самочувствие. Многие зрители посчитали, что эмоциональная реакция на объятие отражала не только привязанность между двумя участниками, но и благодарность за все, что BTS пережили вместе на протяжении своего пути. Эта точка зрения быстро нашла отклик у миллионов.
Вместо того, чтобы сосредотачиваться только на слухах, бесчисленные фанаты делились сообщениями, воспевающими доверие и дружбу, которые определяли BTS более 10 лет. Они вспоминали прошлые моменты, когда участники тихо поддерживали друг друга в трудные периоды, напоминая всем, что настоящая дружба часто выражается простыми действиями, а не драматическими словами. Тем не менее, остаются вопросы без ответа. Почему это прощание было таким эмоциональным? Почему оно произошло непосредственно перед тем, как все разошлись? И почему этот момент привлек внимание всего мира сильнее, чем многие официальные события? Чем дольше эти вопросы оставались без ответа, тем сильнее нарастало ожидание. Создатели контента, журналисты, пишущие о развлечениях, и фанатские сообщества начали внимательно следить за следующим публичным появлением. Каждая новая фотография из аэропорта, каждый видеоролик с репетицией и каждое сообщение от участников группы должны были дать еще одну подсказку. Ожидания продолжали расти, поскольку миллионы людей-фанаты ждали следующей возможности увидеть Чонгука и Ви вместе. Затем в обсуждение вошла другая версия. Некоторые фанаты предположили, что, возможно, никакого скрытого объявления и не было. Возможно, объятие стало незабываемым просто потому, что напомнило всем, насколько глубоко связаны участники BTS после многих лет, проведенных вместе, как в невероятных успехах, так и в условиях невероятного давления. Иногда самые сильные моменты происходят тихо, без камер и заголовков, пытающихся создать сенсацию. По иронии судьбы, эта версия лишь сделала момент еще более эмоциональным, потому что если простое прощание смогло объединить миллионы людей по всему миру, оно продемонстрировало уникальную связь, которую BTS построили с ERMY за эти годы. Фанаты реагировали не только на объятия. Они реагировали на все, что это объятие символизировало: верность, дружбу, доверие и бесчисленные воспоминания, которыми делятся участники. И все же, несмотря на все обсуждения, одно чувство продолжало доминировать. Все ждали. Ждали следующего появления. Ждали следующего выступления. В ожидании следующего неожиданного события, которое, возможно, наконец-то раскроет, было ли эмоциональное прощание у спортзала просто трогательным жестом или первым признаком гораздо более масштабной истории, которая еще только предстоит раскрыться. Дни сменялись неделей, и тишина наконец-то была нарушена внезапным обновлением на Weverse. Это не было официальным заявлением агентства или громким объявлением, а всего лишь простой ночной пост от Тэхёна. Он поделился размытой черно-белой фотографией тихой улицы, сопроводив ее одним словом «воспоминания». В считанные секунды пост был завален миллионами комментариев, поскольку фанаты бросились разгадывать его смысл. Относилось ли это к прощанию у спортзала? Был ли это ностальгический намек на их общее прошлое или тонкий намек на временный уход? Неоднозначность поста только подлила масло в уже пылающий огонь теорий, доказывая, что даже их самые тихие действия говорили о многом, когда фанаты цеплялись за каждую деталь. Волновой эффект этих предположений в конечном итоге вышел за пределы фандома, привлекая внимание журналистов, пишущих о развлечениях, и аналитиков индустрии. СМИ начали посвящать целые сюжеты эмоциональному прощанию, обсуждая, что это значит для предстоящих выступлений HYBE. Некоторые репортеры предполагали, что объятия были предвестником длительных периодов изоляции и сольных проектов, которые будут держать участников порознь дольше обычного. Это было сюрреалистическое явление, частное, мимолетное объятие двух друзей каким-то образом превратилось в тему широкого общественного интереса, подчеркивая беспрецедентную глобальную нагрузку и пристальное внимание, которое участники BTS несут на своих плечах ежедневно. Однако на фоне медийного ажиотажа ERMY охватило глубокое чувство единства. Фан-сообщества начали смещать акцент с тревожного ожидания обратно на празднование. На различных платформах были запущены проекты по продвижению хэштегов, выражающих благодарность Чонгуку и Тэхёну за их искренность и уязвимость. Фанаты собрали огромный видеоархив, документирующий эволюцию их дружбы, от первых дней стажировки в тесных общежитиях до выступлений на самых больших мировых сценах.
Эти коллективные усилия стали мощным напоминанием о том, что хотя будущее их профессиональных графиков оставалось неопределенным, фундамент их братства был абсолютно нерушим. Интересно, что чем дольше HYBE хранили молчание, тем больше фандом начал воспринимать эту загадку как подарок, а не как головоломку, которую отчаянно нужно разгадать. Люди начали понимать, что требование корпоративного объяснения глубоко человеческого момента может обесценить искренность того, что произошло за пределами спортзала. То, как Чингук обнял Тэхёна, не нуждалось в пресс-релизе, это просто нужно было почувствовать. Этот сдвиг в перспективе подчеркнул зрелость отношений между артистами и их аудиторией. Фанаты начали понимать, что некоторые моменты должны принадлежать исключительно участникам группы, служа личным убежищем эмоций в жизни, которая в остальном проживается исключительно под пристальным вниманием публики. В конечном счете, будь то завершение определенной главы или тихий пролог к новой эре, его влияние уже навсегда запечатлено в истории группы. Это прекрасное свидетельство того, что за рекордными достижениями, глобальной дипломатией и безупречными выступлениями BTS – это, по сути, история людей, которые выросли вместе и стали семьей. Миллионы людей продолжают ждать, что ждет их впереди, и делают это с обновленным чувством комфорта. Они знают, что независимо от того, куда их приведут отдельные пути или напряженный график, подлинная связь, разделяемая Чингуком, Тэхёном и остальными участниками, всегда останется самым истинным сердцем BTS. Оставляйте здесь свои позитивные комментарии. Лучший комментарий будет закреплен в знак благодарности за вашу любовь. Спасибо всем, кто продолжает поддерживать этот канал. Пусть Бог вознаградит вас за вашу доброту. Это видео отражает мое личное мнение и интерпретацию. Оно создано исключительно в развлекательных целях и не является подтвержденным фактом.